показателями. Андрей Андреевич, можно ли принимать его при сахарном диабете второго типа? На сайте написано принимать только по рекомендации врача. У меня сахар крови в норме. Спасибо за ответ. Вы немножечко путаете. Давайте я вам несколько слов скажу о том, что же такое сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет первого типа в анализах или в исследованиях обычно проявляется в виде увеличенного количества глюкозы в крови. Это первый показатель. Второй — уменьшенное количество инсулина. Именно этот анализ и позволяет человеку назначить инсулин. Третий — гликолиз гемоглобина в крови, который говорит о нерасщеплении глюкозы и неформировании гликолиза. И данный гликогированный гемоглобин обычно накапливается у человека в печени, где он должен расщепляться посредством жирных кислот, липидов. Этого ничего не происходит. Поэтому это все обычно это связано с аутоиммунными процессами, то есть какие-то процессы иммунного характера, иммунного происхождения приводят к появлению аутоиммунного заболевания сахарный диабет первого типа. Сахарный диабет второго типа имеет другую последовательность появления. Обычно это все происходит на фоне ожирения, ацидоза, это высокой кислотности крови. Это происходит от переедания, общего ожирения. У человека накапливается в жировой ткани инсулин. И единственным показателем начальной стадии сахарного диабета второго типа у человека являются большие титры инсулина в крови. Во всем остальном, на первых порах, и глюкоза в крови может быть в норме, гликогированный гемоглобин может быть в норме, но может повышаться при этом холестерин и может повышаться при этом инсулин. Ожирение. Потрогайте свой живот. В случае, если у вас есть ожирение, посмотрите на себя в зеркало. В случае, если у вас ожирение, можете смело ставить тире и писать себе: я болею заболеванием сахарный диабет второго типа. Хотите вы в это верить или нет? Чем это заболевание опасно? Оно опасно нейропатией конечностей, то есть отмирание нервных тканей, отмирание сосудов конечностей. В дальнейшем формируются такие же симптомы, как при сахарном диабете первого типа. Начинает расти глюкоза в крови, начинает падать инсулин, при этом этого инсулина подкожно очень много, человек набирает вес и так далее. Как можно справляться с такими заболеваниями? Заболевание сахарный диабет первого типа необходимо лечить с применением инсулина, который должен назначать врач-эндокринолог, и с применением терапии для улучшения общего состояния иммунитета. При сахарном диабете второго типа необходимо принимать препараты, которые могут высвобождать инсулин из подкожных отложений. Обычно это препараты медицинские препараты. На первое место можно поставить препарат метформин. Это как бы современный препарат лечения сахарного диабета второго типа. Обычно люди с ожирением первой, второй, третьей, даже там четвертой степени, это люди, которые должны начинать принимать препарат метформин, который купирует усвоение глюкозы, который приводит к выделению инсулина из жировой или высвобождению инсулина из жировой ткани. При этом лечение происходит только в том случае, если человек выпивает большое количество жидкости, после которой он должен обязательно потеть, потому что должен происходить процесс распада жирных липидов и высвобождения инсулина. Во все это время человек может принимать, допустим, метформин 500 перед каждым приемом пищи. Я рекомендую всем людям, у которых есть ожирение, это совершенно безопасный препарат. Побочных действий этого препарата за все время исследования данного препарата не было обнаружено. Поэтому данный препарат является препаратом широкого применения, но об этом препарате обычно стараются все умалчивать. Ну что ж, из своих препаратов я рекомендую использовать препараты для похудения жир-стресс, по 2 таблетки 3 раза в день при сахарном диабете второго типа, препарат глюконорм, по 2 таблетки 3 раза в день, спрей гликоцитрохраминовый, брызгая его в полость рта 3-4 раза в день, потому что это все приводит к увеличению получения наноаквахилата хрома, который участвует в расщеплении жиров.
Далее препарат гликоцитрохромин питьевой по 1 чайной ложке 2 раза в день. Это в комплексе может помочь вам очень быстро избавиться от избыточного веса.